Меня зовут Чингиз Батырбеков, я руководитель D-Studio. Наша студия была основана в 2001 году Гульнарой Дияровой. В 2014 году я присоединился к ней, приехав из Италии, и на сегодняшний день мы работаем вместе в тандеме, продвигая нашу студию, транслируя наши ценности, реализуя наши идеи. Для нас очень важна честная архитектура, честный подход. Под словом «честно» я имею в виду, что мы хотим использовать самые простые элементарные инструменты в нашем проектировании. Это работа с масштабированием, с ритмами, это работа со светом, это работа с материалами. Для нас очень важна материальность. Мы не любим, чтобы материал под что-то мимикрировал. То есть он должен оставаться самим собой, он должен показывать все свои характеристики. Тем самым он и показывает, привносит в проект свой характер и свои ощущения. Наше пространство, в первую очередь, это очень хорошая база архитектурная. И оно само по себе уже наполнено светом. У нас есть вот та самая связь с окружением, которую мы хотим добиться. Все остальное, что мы видим здесь, это, наверное, пустота, которая помогает нам сосредоточиться на наших мыслях, идеях. Вот. И мы вообще верим, что само пространство, оно не должно быть всегда наполненным. Оно должно оставаться полупустым, незаконченным. Оно должно оставлять пространство для размышления, пространство для интерпретации. На самом деле у нас очень разнообразные проекты. И когда мы говорим о команде, в первую очередь я верю, что мы все должны быть универсальны. Почему универсальны? Потому что для того, чтобы быть универсальным, необходим очень большой кругозор. Поэтому очень много у нас молодых ребят, очень много ребят, которые хотят развиваться в разных направлениях. У нас есть визуализаторы, которые хотят чертить, разрабатывать мебель. И напротив, есть люди, которые имеют технический бэкграунд, но они готовы выбирать текстиль, смотреть, как он сплетен, какие волокна. И для них очень важно участвовать в этих процессах. Я, естественно, пытаюсь всегда способствовать этому, я это поощряю. Я верю, что люди, которые прошли нашу школу, да, вот D-Studio, и надеюсь, что они выходят, скажем так, после нашей студии уже такими более полноценными профессионалами и личностями в первую очередь. В данном случае мы находимся в здании, которое еще не до конца построено, и это промежуточная стадия. Я на самом деле обожаю вот такую стадию, потому что она выявляет сразу всю скульптурность пространства. То, как мы работали с светом, тенью, объемами, пространствами, перетекающие друг в друга. Мы не видим декора, ничего лишнего, и это помогает нам сосредоточиться только на том, как мы его воспринимаем. Это, наверное, одна из моих любимых стадий, я ее называю intermediate state. И в каждом проекте я обожаю фотографировать это все. Получается всегда очень аскетично и выявляется архитектурная суть. Для нас в нашей студии очень важны вот эти окна. Они до пола, они дают много света. И для нас это состояние изменчивости, постоянного изменения нашего окружения. Очень важно для нас видеть, что происходит вокруг, и это наш экран. Там постоянно что-то происходит. То гуляют дети, то гуляют взрослые. Мы смотрим на них, они на нас. Как-то раз к нам залетел беркут, огромный, с лодыжкой барана, пообедал. И это такие моменты, которые очень хорошо запоминаются, и они помогают нам немного расслабиться, отойти от дела, но в то же время они нас вдохновляют. Погода, как, наверное, самый главный источник вдохновения, она изменчива, и мы здесь можем переживать все эти моменты. Здесь мы видим, наверное, самую любимую часть нашего офиса. Это такой интересный пример, у которого есть история. Это был образец микроцемента на стройке, который мы нанесли, но он нам не понравился. Мы решили его отрезать, чтобы он, естественно, мы могли дальше работать. И потом случайно этот образец облокотили к стене обратной стороной, а там оказалась вот такая вот очень прикольная текстура с фактурой. Она нам очень сильно понравилась, мы ее повесили здесь на стене.
Эти журнальники у нас с самого начала открытия нашего офиса. Мы специально для нашей вечеринки их подготовили, и делали их целой командой, специально выделили время. Вот, и украсили все вот в нашем офисе. Потом мы, правда, поняли, что они не везде нам нужны, пришлось их снять. Вот, а здесь решили оставить, потому что они нам напоминают про то, как мы все это делали, и, естественно, чуть освежают наше пространство, делают его таким более интересным. И вот тут один журавлик, он оранжевого цвета среди белых. Наверное, это мысли о том, что нужно немного отличаться от толпы, что нужно оставаться собой, мыслить по-другому. С нами 1,5 года назад связались с Riba Publishing и вот предложили дать интервью небольшое для книги «100 женщин в архитектурной практике со всего мира». Вот, мне кажется, для Гуль Дьярова это такой очень большой жест, она, конечно же, скромничает, но попасть в эту книгу, мне кажется, это своего рода благодарность за весь ее опыт, за всю ее историю и карьеру работы в архитектуре. И, конечно, тот факт, что она есть в этой книге, для меня, как для сына и как для партнера, очень важно и очень ценно.